Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ольга, и вы на канале Best Рукоделия. Так я говорю уже 4 года. И поверьте, эти годы не были простыми. Но я рада, что вы со мной, что вы меня поддерживаете, что вы комментируете. Именно благодаря вам у меня сегодня праздник. 100 тысяч подписчиков на канале. И это очень хороший повод нам с вами встретиться, поговорить, мне ответить на ваши вопросы. Что-то пока не вижу. Так, вот зрители есть, слава богу, все есть тут на месте. Почему-то мне первый раз показалось, что нету, никого нету, я одна в эфире. Всем привет! Давайте это видео сделаем немножко интерактивным. Вот появилось. Спасибо, Янчик. Расскажите, я пока буду рассказывать о себе, а вы напишите, как вас зовут и в каком вы городе живете. Так мы немножко с вами познакомимся. Кстати, вот Яночка Воропаева пишет там мне в комментариях, заходите на ее канал, это очень интересный канал, там очень много классных мастер-классов, много можно идей посмотреть. Елена нашла прямой эфир, все, вы тут, я рада, мы все вместе его сейчас проведем. Бразилия, ой, как по-бразильски так будет? Амиго, ой, амиго. Так, смотрим. Так, если вы не смотрели предыдущий мой прямой эфир, я немножко расскажу о себе. Меня зовут Ольга, я замужем, у меня 2 детей, сын 13 лет и дочке 18. Я по образованию фельдшер-акушер, но работаю старшей медсестрой в садике. Как я решила создать свой канал? Какой хороший вопрос! Так, что значит про канал? Это было 4 года назад. То, что я хочу снимать на ютубе, это я читаю комментарий, подтормаживаю. Ух, вы откуда? Бразилия, живу в Калифорнии. Хай. Вот, я решила? Что это YouTube, это очень интересная площадка, где можно воплощать свои идеи и доносить их, показывать людям. То есть я себя сделала, показала вам, и вы смотрите, и вам это интересно. Вы это показали своими комментариями, лайками, и я решила, что в этом направлении стоит развиваться, раз вам это интересно, и мне это интересно. Хай, Стефания. Вот. Дальше, что я хочу? Так, вопросики, если будут какие-то, вы задавайте. Я тут немножко записала себе. Так, леди Свеканзашер, привет тебе тоже. Так, записала несколько ваших вопросов, которые вы задавали в соцсетях, подготовилась немножечко. Если у вас будут вопросы, пишите, я буду и на те отвечать, и на эти вопросы. Татьяна, спасибо, я очень стараюсь, надеюсь, вам нравятся мои мастер-классы. Хай, Джулия, классно, иностранцев много. Давайте, знаете, как построим наш эфир? Я буду показывать немного своих работ, вот я их в таких коробочках держу, да, и буду отвечать также на ваши вопросы, как мы говорили. Такой наборчик, кстати, очень классный, потому что здесь из Беларуси, здорово. Есть повязочка, если брать на маленькую девочку, да. Я очень люблю, кстати, яркие такие цвета. Резиночки. Все уже знают полюбившиеся камелии, у меня их много. Так, и заколочки, тоже мои любимые, в виде розочек. Смотрите, не знаю, как вам показать. Вот, и это такой наборчик. Я таких делала несколько в разных цветах. Мне кажется, они очень интересные. И даже записывала Ольга из Харькова. Привет. Аккуратно сделано. Спасибо, потому что я очень стараюсь в этом плане. Смотрите, какой у меня еще набор камелий. Тоже их всех запаковала в коробочку, чтобы они у меня были сложены и не пачкались, не покрывались пылью, скажем так, да? Это правильно для работы. Так. Хай. Привет. Так, смотрите, какие еще есть у меня классные. Тоже на них записывала мастер-классы. Смотрите. Не знаю, как показать, чтобы вам было видно. Видно так? Шикарные, такие шикарные резиночки. Мне они очень-очень нравятся. Так, сейчас.
Сейчас я вам еще покажу. Вот эти тоже мои любимые. Тут репс, органза. И обязательно, смотрите, тут подписано в Инстаграм. На, это здорово. И здесь есть кружево. Всегда стараюсь добавлять кружево, потому что оно придает нежность, воздушность. Какими видами рукоделия? О, я не подготовилась, не притащила свои картины, которые я вышивала крестиком. Раньше, да, мне очень нравилось вышивать крестиком до того, как я начала делать бантики. Серебряную кнопочку, да, скоро получу, надеюсь, скоро получу, потому что она приходит не сразу, мой Толинда. Ой, амиго. Вот, она приходит не сразу, говорят 3-4 месяца, но мы подождем. Мы же столько работали, трудились, я так думаю, вы смотрели, помогали мне. Поэтому, ну, я думаю, мы дождемся на мою серебряную кнопку и еще встретимся и отметим это событие. А вот, так, что мне кто спрашивал? Кто-то что-то только что спрашивал. Так. Ой, амиго. Так, что же, давайте тогда отсюда возьму вопросик своего списочка. Меня часто спрашивают, какое оборудование используют для съемки своих мастер-классов. Так, в Инстаграм в небольшой скорости выкладывать, не успеваете. Лучше тогда переходить все-таки на YouTube и смотреть мастер-классы на Ютубе, потому что тут можно скорость как увеличить. Я сейчас это начала прописывать в описании к видео, потому что многие не знают, что можно увеличить скорость видео. Если вам кажется, что как-то затянуто, хотя стараюсь подробненько показывать, вы можете нажать скорость. Вот, вы можете нажать скорость и выбрать ту скорость, которую вам удобно будет смотреть. То же самое вы можете поставить на паузу, рассмотреть, как я повернула этот бантик, как я его прошила. Кстати, прошить это очень важно. Зачастую мне пишут и спрашивают, вот я все так же сделала, но у меня не получается. Друзья, куда прошить, как прошить, сколько стежков, это очень важно. Не получится такая складочка у бантика, и все, считается, что бантик не получился. Вот у меня недавно был идеальный, там точно надо посмотреть, сколько раз иголкой прошить надо этот бантик, и тогда он получается просто изумительный. Хола, ола, амигос, в Боливии пишут. Роза бомба. Спасибо большое, друзья, спасибо, очень приятно. Еще хочу сказать, что спасибо за работы, пишет Ната, отличается нежностью и гармоничным сочетанием цветов. Очень-очень приятно, друзья, читать. Но бывает, дизлайки ставят. И я хочу сказать и обратиться к тем, кто ставит дизлайки. Если вы поставили дизлайк, напишите, почему вы его поставили. Вам не понравилось сочетание цветов, или вам чего-то в мастер-классе не хватило. Может быть, я не так рассказала, не так показала. Это для меня не повод обидеться. Это повод работать над собой, над своими мастер-классами. Поэтому... Так, я вопросы пытаюсь запоминать, да? Это повод поработать над видео. И если ставите дизлайк, пишите, почему вы его поставили. Так, Любаша пишет. Добрый день, спасибо. Все, спасибо большое, что я как работала и буду стараться, кстати, вот у меня периодичность такая, через 4 дня. И я стараюсь от этого графика не отходить, потому что я знаю, что вы ждете новых мастер-классов, новых идей. И вот через 4 дня, потому что чаще у меня не получается, у меня есть основная работа. Я хожу на работу, и после работы стараюсь подготовиться где-то, и на следующий день уже снимать. То есть подготовка у меня уходит тоже не один, даже бывает день. Если, допустим, хочется показать несколько вариантов, несколько цветов. Вот, кстати, на следующей неделе вот вариант. Посмотрите, розочки будут. Я сделала несколько вариантов и выбрала самые красивые, какие я для вас буду делать. Вот, смотрите, это будет небольшой анонс. Вот такие розочки. Да, эфир сохраняется, смотрите. Вот такие розочки будем делать на этой неделе. Будет мастер-класс. Пока у меня идет подготовка. Варианты были разные, посмотрите, с тычинками, с бусинками, маленькими цветочками. То есть подготовка к видео это не один день иногда занимает. Потом уже сам процесс
давно... Так, слушайте, я так перескакиваю, мне самой как-то неудобно, потому что я читаю вопросы и пытаюсь сразу же отвечать и на вопросы, и не потерять мысль, о которой я говорила. Я говорила о том, что да, для того, чтобы подготовиться к видео, проходит время, и каждый день я просто не могу записывать, или даже через день записывать мастер-классы, хотя очень бы хотелось, конечно, вас радовать почаще. Про упаковки в фикс-прайсе, да, иногда покупаю, но эти закупленные, вот эти конкретно эти упаковочки, они в магазине для рукоделия. Там, где товары для рукоделия, там много таких упаковочек, вот разные размеры, есть поменьше, вот, смотрите, даже вот такие маленькие есть. Сейчас посмотрим, покажем, что у нас тут за бантики. Так, смотрите. Тоже, как всегда, репс, кружево, и здесь яркость придает кожзам. Смотрите, какие они красивые. Бабочки, тем более бабочки, скоро лето, это же круто. Самые красивые бабочки для девочек. Так, на чем же я остановилась? Ола, амигос. Хорошо, что я выучила заранее. Так, боже мой, пропал вопрос, и я опять не увидела. Так быстро. Комментарии вы можете погортать, я не могу погортать комментарии. Вопрос появляется буквально на пару секунд, и он исчезает. Если кому-то что-то не ответила, пожалуйста, задайте еще раз, ну и мы вернемся к этому вопросу еще раз. Так. Хорошо. У меня есть вопрос. Кожзам с блеском не осыпает, Татьяна спрашивает. Нет, кожзам с блеском, он не осыпается. Если брать глиттерный фоамиран, там, конечно, все ручки будут в блесточках, все кругом будет в блесточках. Кожзам нет, он не сыплется. Давайте я вам еще раз покажу. Смотрите. Видите? Ну, вот так. Не сыплется, кожзам не сыплется, поэтому он и стоит дорого и блестит красиво. Оплавляет фоамиран зачем? Ну, вряд ли фоамиран, скорее всего, кожзам, потому что кожзам, он идет на тканевой основе, и чтобы края не сыпались, его оплавляют зажигалкой. Если, что касается фоамирана, если его зажигалкой оплавляют, то, скорее всего, придают форму лепесточку. Только в этом случае, не в, в каком-то другом, я не знаю. Так. На кожу, да. Вот эко-кожу, кожзам, вот я его проклеиваю особенно если он мягкий, на фетр. Вот именно фом. Но это значит придает форму лепесточку. Зажигалкой край оплавляют и придают форму лепесточку в этом случае. Так. Спрашивали меня в соцсетях, как моя семья относится к моему хобби. Да, как-то сразу муж несерьезно. Так, вот отвечу на этот вопрос. Кстати, я его помечу сейчас. Материал, да? Материал нравится в работе. Я хочу ответить на этот вопрос. Хочу на все ответить. Сразу мне все не восприняли всерьез, что я там делаю, какой-то бантик, чего непонятно. А потом уже все поняли, что это серьезно, что это надолго, что это моя любовь, моя страсть, что я прибежала с работы, быстренько приготовила где-то покушать, где-то убралась, и все. И меня нет, я в бантиках, я их делаю, я их творю, я их стараюсь для вас что-то новенькое придумать. Вот, так, материал какой нравится больше в работе? Естественно, репсовая лента, это мое. Мне очень нравится именно с репсовой мальчик. Для маленьких ждут больше бантиков. Так, и спрашивают, где вы продаете свои работы. Так, закончим. Материал. Мне нравится больше всего репсовая лента. Мне нравится кожзам, он блестит, он привлекает внимание малышек. Им очень нравится, они сразу, когда видят, такие бантики. Вот. Также, что я всегда использую, это... Что не говорила? Все. Мысли убегают, разбегаются. Я вижу вас из Бразилии, меня смотрят. Ой, амигос. Ой. Вот. Потом, кстати, будут субтитры, я пропишу, и если кто-то что-то не понял, я надеюсь, потом будет все понятно. Ой, амиго. Вот. Так, и материалы. Кожзам, репс, кружево. Да.
Это мои любимые. Фоамиран я иногда делаю что-нибудь, но все равно это не мое. Это не тот материал, с которым я люблю работать. И атласная лента, она уже не такая актуальная. И вот, поэтому так. Так. Как готовлюсь к записи, я рассказала. Что вы меня еще спрашивали, друзья? Где я продаю? Был вопрос, я помню, был вопрос, где и как я продаю. Упаковочная лента с проволочным краем. Нет, я из нее ничего не делала. У меня есть образец и даже, есть, но я ничего не делала пока. Если интересно, можем что-нибудь придумать. Вот, можем что-нибудь вместе придумать. А какое мне вот все. Где я продаю? Друзья, знакомые, все видят, я показываю. Мне нравится то, что я делаю, и я хвалюсь. Я хвалюсь, я приношу на работу. Девчонки, посмотрите, что я сделала, вам нравится, не нравится. Все, кому нравится, у кого есть девочки, все покупают, поэтому... и дальше по сарафанному радио. Где-то кто-то поделился знакомым, соседям, и приходят, просят, вот соседи попросили. Любопытно посмотреть рабочее место, если честно. Вот это диван, вот здесь я сижу, здесь мое рабочее место, а все остальное вокруг. Я разложилась, да, но сейчас показывать не буду, это надо отдельное видео снимать. У меня все по коробочкам. Допустим, репс 4 сантиметра у меня в одной коробочке, репс 2,5 во второй коробочке. Коробочки какие коробочки? Коробочки из-под обуви. Из-под обуви коробочек. Обычно у меня семья большая, скажем так. Да. Вот Татьяна пишет, что атласная очень цепляется лента, а репс хорошо. Да, это правильно, это верно, цепляется. И из репсовой ленты, Снежана спрашивает, где я работаю, да? Из репсовой ленты хорошо форму держат бантики. Работаю я в детском саду старшей медсестрой. Не знаю, можно такие вещи говорить, нельзя, но вот такая у меня основная работа. Хотя по образованию я фельдшер-акушер. Новые розы будут из 4-сантиметровой ленты, да, репсовой. Да. Вот меня девчонки поддерживают, им тоже нравится репс. Здорово, да? Так, меня спрашивали, я вспомнила вопросы, так с вами разговариваю, да, и по ходу вспоминаю вопросы. Спрашивали, какие бантики сейчас самые ходовые. Смотрите. Сейчас я вам эти бантюли покажу. Они шикарные, они такие достаточно крупные, да, вот смотрите, девчонкам. Я себе так примеряю, да. Они крупные, яркие и пышные такие. Смотрите, вот они очень нравятся девочкам. У меня зачастую, кстати, сейчас заказывают много именно больших бантов. Вот на этих бантах лента 2,5 сантиметра. Смотрите, какие они. Они прям, я не знаю, не передает камера, какие они здоровские. Вот последний мой мастер-класс был именно на эти бантики. Нет, последний на масочку. Масочку вчера буквально шила. На эти, да, есть мастер-класс. Может быть, там какая-то заставка не такая, что вы не видите, да, но они просто улетные. Мне кажется, вот такие можно делать тысячами, и все девочки мира будут просто счастливы иметь такие бантики. Еще такие есть у меня в желтеньком цвете. Вот, тоже классные, правда? Смотрите, какие они. Цвет сочный, да, сочный, яркий. Мне кажется, это вообще будет вот этот тренд этого года, летом. Все, одел самое нарядное, самое красивое, самое счастливое. А что еще девчонкам нужно, правда? Так, спрашивали меня как-то в комментариях, как долго надо учиться, чтобы делать бантики. Вообще не надо. Купил отрезок ленты, включил мастер-класс, нитка, иголка, может быть клей. Кстати, клей. Зачастую. Да, заказываю с Алиэкспресс. Иногда некоторые серединочки. Резиночки разные использую, да. И 3, и 4, смотря какие. Если на заказ, то я спрашиваю, какие волосики у девочек. Но разные. Если большой бант, лучше побольше резинка. Если мелкие, то маленькие. Вот так я храню, девочки. Вы спрашиваете, как я храню? Вот, смотрите, вот оно все прямо у меня тут в коробочках таких. Вот запаковала. Можно прям сразу наборчиком продавать, если кому-то интересно, потому что заколочки, бантики и бантики, допустим. Вот здесь тоже розовенький наборчик, такой еще не показывала сейчас. Сейчас я вам покажу поближе.
записывала мастер-класс, у меня есть вот на такие бантюлики. Смотрите, какие они классные. Такие. Потом маленькие в наборчике идут, тоже розовенькие. То есть это очень удобно, сколько коробочек. Но у меня просто не так много. Я бы ссылкой продавцов с Али, конечно, со всеми поделюсь. Со всеми. Вот смотрите, чем удобно в таких коробочках. Есть вероятность продать сразу целый наборчик. Разноцветки. Привет, привет, спасибо, спасибо за пожелания. Понимаете? Так вы разложите бантики и продадите. Сейчас в наличии нету обручей. Смотрите, так вы продадите одну пару бантиков, а сложив в такую коробочку, вы можете продать целый наборчик. И это очень удобно. Понимаете, в чем хитрость? Так, что я еще? Боже мой. Коробочки на Али? Нет, эти коробочки я заказывала у нас в Беларуси, в белорусском интернет-магазине. Так. Ола, амиго. Вот. Спасибо за чат, великолепный. Вам спасибо, что поддерживаете, читаете, комментируете. Мне это очень-очень приятно. Это правда вдохновляет, и хочется творить дальше и делать для вас красивые вещи. Так, еще, друзья, убежала моя кошечка. Мне иногда спрашивают, кто у вас там прошел, собачка? Нет, в обычных для рукоделия, спрашивает вот Ната, коробочки есть, наверное, в магазине для тортов. Для тортов. Я не знаю, для тортов, может быть, тоже есть, но Бразилия, привет. Вот. Но я беру в рукодельном магазине. Я в Америке, с Али подходит, а белорусский магазин вряд ли доставляет. Да, девочки, белорусские магазины не доставляют за границу. Это будет очень дорого. Можно разных сложить, можно подобрать набор под, ну, вот под заказ, кому-то нравится, чтобы под разное платьишко было разные бантики, можно по цвету все-таки, потому что и все равно не будут цена на ваши бантики в среднем разные. Допустим, вот эти большие, это будет, ну, сейчас уже доллар вырос, но так было, допустим, $5, если в долларах. Парочка вот таких больших бантов, $5. Где-то с кожзамом тоже порядка $5. Ну, в среднем. Вот я вам сказала, вот на эти тоже будут $5, потому что здесь кожзам, много материала, хорошие материалы. Стараюсь всегда, чтобы все было красиво, аккуратно, и поэтому цена именно такая. Где-то попроще, да, вот бантики, если взять где-то, вот, смотрите, вот эти маленькие, конечно, вот такие маленькие, но они тоже хорошенькие. Но здесь материала идет минимум, и только серединка из кожзама, да, что придает ей эффектность. Вот эти будут по 2,5. Вот буквально там недорого, да. И в то же время бантики, вот они маленькие, для малышек, смотрите. Тоже мастер-класс у меня был. Смотрите, какие они хорошенькие. Совсем дешево. Но это надо смотреть, из каких материалов вы делаете свои бантики. Потому что, ну, у меня не так много. Я не могу продавать там и делать их в большом количестве, потому что у меня есть основная работа, у меня есть работа, потому что я записываю для вас мастер-классы. И вот то, что я делаю на мастер-классах, Наталья Медведь делала так, бантюли по моему МК, спасибо. Вот, а дополнительно еще делать бантики у меня просто нету времени. Спасибо, красотка. Кстати, хочу еще порекомендовать вам, порекомендовала канал Янины Воропаевой, так и можете задать в поисковике, там много интересных идей. И также канал хочу еще вам порекомендовать тоже белорусской рукодельницы Любовь Морковь. Тоже очень хороший, интересный канал, и там тоже очень много интересных идей. Кто не подписан, заходите, подписывайтесь. Это небольшая реклама, так, вот, наших белорусских девочек. Вот, девочки пишут, да, на Янину тоже подписаны. Да. Так, что еще хотела сказать? Я хотела рассказать, да, описание, кого озвучили. Да, я оставлю ссылочки на каналы, и вы сможете перейти и подписаться на эти каналы. Мне кажется, это правильно, потому что я знаю, я сама смотрю, и вот иногда тоже что-то интересное, идеи какие-то беру.
Ой, Бразилия. Так, я все еще возвращаюсь к вопросу с клеем. Часто в видео спрашивают, что у вас за клей, какой клей вы используете. Если приклеивать кожзам, кожзам к фетру, это вот титан. Сейчас взяла какой-то вот L-титанс, но вообще брала титан. Здесь написано, что он обладает повышенной адгезией, то есть должно намертво цеплять уже, если повышенное. Значит, повышенный, значит, должно как сцепить, так сцепить. Вот этот. Не воняет, прозрачный. Где-то какие-то пластиковые серединки тоже замечательно держит. Почему не видно в кадре вот эту бутылку? Посмотрите, она большая, она огромная, и мне неудобно, и здесь тоже будет неудобно. Зеленая этикетка и вонючий. У меня есть вонючий вот такой. Вонючий вот такой момент, гель прозрачный. Вот это вонючка. Но тоже держит хорошо. И им хорошо приклеивать серединки. Вот, так что, если я какой-то непонятный клей использую в какой-то перелитой баночке, это вот этот клей. Или вот этот. Ну, естественно, горячий. Горячий. Я прыгаю с вопроса на вопрос. На все хочется ответить. У вас так много вопросов. Я так рада, правда, я не ожидала такой поддержки. Вот, я хотела сказать про то, что как просто научиться делать бантики, да? То есть не надо каких-то умений, знаний, руки, нитка, иголка, мастер-класс и ленточки. Ленточки, не знаю, что-нибудь еще. Девчата уже между собой коннектятся в чате, это хорошо, это правильно. Вот, что еще вы меня, друзья, спрашивали? Про цену ответила. Что еще? Желание тоже нужно. Желание это вообще в первую очередь. Вот представьте, тепло, уютно, спасибо, спасибо. Вот, желание это, наверное, самое первое, самое важное, что, ну, для любой работы, для любого дела. Если нет желания, ты один раз сделаешь и все. А 4 года, через каждые 3-4 дня, вот, это все-таки, наверное, это надо иметь желание и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Есть девочка. Да, хорошо, когда в доме есть девочка. У меня не было клея B7000, B6000. Используют, девочки используют его, но я не использовала еще, не покупала. Может быть, в будущем опробую, не знаю, пока еще не решила. 3 года бантики. Вот, у меня 4 стаж. Это не так много, скажем, и не так мало. То есть, ну, допустим, еще какое-то время до того, как я стала записывать мастер-классы, я еще этим занималась. А начала все с того, что моя сестра пошла в танцы, решила танцевать, и ей вот надо были украшения. Вот в цветочки, вот здесь в прическу много. Она такая, так, надо где-то купить. Я говорю, а что ты будешь покупать? Давай я тебе сделаю, да, руки есть, а что еще надо? Вот, я сделала ей, потом у нее там девочки тоже танцевали, они тоже попросили. Вот, девчата пишут про клей, читайте. Вот, для чего чат нужен, чтобы всю информацию прямо здесь, сейчас узнавать. Вот, и девчата там тоже попросили, и тоже для них сделала. Мне понравилось, держишь простую ленту, спасибо, Ирина, спасибо большое. Балдею. Вот, я так и знала, все, кто бантиками занимается, они от этого балдеют наверняка, потому что держишь ленту, и буквально через полчаса-час у тебя уже красота в руках. Я не знаю, как передать то чувство, когда ты что-то делаешь своими руками. И это результат виден тут и сейчас. Потому что, допустим, когда я вышивала крестиком, я могу принести, у меня такая вот есть картина, я ее 3 года вышивала, 3 года ждешь, когда же результат будет. Я выбрала самую маленькую там клеточку на конве, там, и все, и понеслось. Чуть не убила свои глаза, вот, и поэтому я отказалась вот от вышивки крестиком. Иногда к ней возвращаюсь. Недавно что-то я вышивала, показывала волшебство. Вот, это волшебство, точно. Хочется даже ночью творить, правда. Вы меня все понимаете, это здорово. Класс, я думала, я одна такая. Нет, я не одна такая.
Вот, очень здорово, что наше творчество нас объединяет, что я не одна, я нахожусь в Беларуси, я знаю, что девчонки со всего мира смотрят. Вот в Бразилии много сейчас мелькало, да, сумасшедших много, и мы все вместе, и наше творчество нас объединяет, и нам ничего не страшно. Вот, девчата для своих девочек начали делать бантики, а моя девочка уже выросла, когда я начала делать бантики, но это мне не помешало втянуться и увлечься, и таким образом вас радовать. Вашим талантом, фантазией. Сама скрутить не могу, только повторить. Спасибо вам, девочки, спасибо большое вам. Ну да, мы стараемся. Иногда такое происходит, что прежде чем получится бантик, у нас, кстати, нет карантина, мы работаем, у нас все, жизнь продолжается, все хорошо. Вот, прежде чем получится какой-то бантик, уходит много ленты приходится выкидывать, потому что вроде сшил, не нравится, другой размер, там где-то можно обрезать еще что-то. Вот, ну, то есть не сразу получается бантик, который вы видите на мастер-классе, не сразу, возможно, из той ленты сделал, не нравится, переделываешь, переделываешь. И когда уже нравится результат, тогда уже Снежана из Беларуси, привет тоже. Вот, тоже ходишь на работу, да? Как и все, мы ходим на работу. Вот. Что я говорила, что проходит не один час, и иногда не один день, когда получится тот идеальный вариант для вас, для мастер-класса, который я записываю для вас. Спасибо, спасибо всем большое, что вы смотрите. Мне очень-очень приятно. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Был вопрос, что у меня за животное. Сейчас его здесь нет, убежала. Вот. Но у меня кошка-сфинкс. Если кому-то интересно, она иногда мелькает у меня в Инстаграме. Я тоже оставлю ссылочку в описании. Можете перейти, подписаться. Думаю, возможно, вам будет интересно. Там есть, у меня 2 странички есть в Инстаграме, личная моя. Понимает? Я так думаю, Бразилия пока не понимает, но если я напишу субтитры после того, как проведем прямой эфир, они что-то смогут прочитать, да, допустим, по субтитрам. Спасибо. И вам спасибо, Татьяна. Вот. И у меня сфинкс, кошка. И да, подписывайтесь на мой инстаграм. Мне будет очень приятно. Вот, у меня есть личная страничка, есть там, где я выкладываю свои бантики. Сказать, чтобы смотрели чаще. Девчата, смотрите чаще, смотрите больше. Это вдохновляет. Правда, правда. Я очень рада, что вы со мной. Берегите себя, берегите своих близких, будьте здоровы и до встречи. Всем спасибо. Пока-пока.